Так, друзья, ну в начале новостного блока я всегда поясняю за название трансляции. Да. Название трансляции звучит как «Перемирие не так уж и плохо». Но оно посвящено, да, название. Понятно, с чем связано, да. Но в целом скорее о нашем информационном просторе, да, о нашем информационном пространстве в Украине, особенно вот лоялистском, как это называют, да, близком к офису президента. У них сейчас время, ну, прям, надо много думать над тем, как формулировать. Еще был вариант названия «А я хочу перемирия». А я хочу перемирия не потому, что я хочу перемирия, перемирия хочу, как хочу Муцураева, а в смысле песня была какая-то дебильная, ну не помню кого, чего-то типа Виагры. Понятно, эта музыка сильно на нас повлияла, тех там десятых нулевых, но я не помню, кто это пел, но вы помните «А я хочу перемирия», как будто бы Меладзе, но там нет голоса Меладзе в этих словах. Ну что-то вот из такого рода, поняли? Да, и оно вспомнилось само собой, потому что реально каких-то хороших названий нет. Ну, понятно, основная и единственная новость, которая у меня выписана, да, это то, что прошли переговоры американской и украинской делегации в Джиде, рядом с Меккой. Вот. Ну, вы все видели, все об этом пишут. Переговоры прошли, ключевое на них то, что мы согласились, да, как я формулировал на прошлом стриме. Видите, эта формула не дает сбой для тех, кто лудикой делает ставки. Да, в том смысле, что вот я говорил о том и так часто отвечаю на вопросы, понятно. Однозначного ответа не то, что не знаю я, блядь, однозначный ответ не всегда знают участники, да, пока не случилось, да, когда едут туда. Это просто то, что очень важно, на мой взгляд, понимать людям. Однозначный ответ как будет. Но я сказал, что вот умом не понять и аршином не измерить, умом как бы нужно соглашаться, вариантов нет. Не согласиться — это, блядь, ну, дать деньги и не поехать очень глупо, очень тупо. Ну, вообще нет аргументов почему. Почему нужно не соглашаться. То есть умом нужно согласиться, но сердце мое находилось под влиянием их безумия, которое они много раз за эту каденцию, затянувшуюся, да, просроченную пятилетнюю, доказали. Вот, поэтому как бы, ну, кто скажет, что кто мог бы гарантировать, что все не закончилось бы нашим ответом Чемберлену, да? Ну, в общем, но все-таки нет. Мозгом мы согласились, повиновались. Непонятно до конца чему и с чем мы согласились, но мы, по крайней мере, выразили ту самую готовность к миру, решительное настроение к миру, к остановке боевых действий. Это точно факт. Вот. Условия не до конца понятны и размыты, да, вот были короткие комментарии Андрея Борисовича Ермака сразу после переговоров, да. Нужно сказать, наверное, ну, о деталях, да, переговоры длились там 8 часов с перерывами на туалет. Э, Из анонсированных участников многие обратили внимание, ну, понятно, мы изначально говорили о том, что его, правда, и не анонсировали, нету Кита Келлога, уполномоченного трамповского по делам как раз Украины, казалось бы, говорят об Украине с украинцами, но без уполномоченного по Украине. И очень давно еще когда-то писали, что как бы вот этот Кит Келлог где-то уже за бортом процессов находится, да. И после этого вышло вот вчера, да, вечером или сегодня утром вышла статья Политико, посвященная именно Киту Келлогу, что его отдел отстранили за его слишком жесткую позицию по отношению к России, да, хотя в рамках Украины, да, он обычный трамповский подсос Путина, действующий в интересах Путина, наверное, тоже завербованный. Но в оптике как раз той, это был очень, типа, наверное, самый такой острый на язык в отношении России персонаж. Ну, в общем. И я вот тоже думаю над этим. Все цитируют Политико на тему того, что он там уже отстранен, он за бортом, его позиция не устроила никого. Но на самом деле, если почитать тот весь, хотя бы тот материал предвзятого однозначно против республиканцев, да, материал Политико, то выясняется, что там все не так однозначно, потому что статья, ну, буквально не дает ответа, она приводит комментарий один,
и приводит комментарий другой, где говорят, что все нормально, он там работает, просто не отсвечивает. Я думаю, что, ну, в целом зерно какое-то есть истины в этих всех мыслях, в том смысле, что много людей действительно борется, наверное, вот именно аппаратно, да, внутри американской дипломатии, за то, чтобы, конечно, записать остановку боевых действий в Украине на свой счет, да, на свое имя. Это приятная будет в любом случае строчка биографии, да, то есть, ну, мы вот такой конфликт, такие сумасшедшие противоречия сторон, такая разница в мощности сторон, да, в смысле, на одной стороне Россия, на другой Украина, ну, то есть очень тяжелые условия, но мы добились, и, ну, понятно, это сильное будет достижение, несмотря на то, какие там будут у этого итоги, да. Это уже можно трактовать там по-разному, кто виноват в срыве, например, этих договоренностей. Я думаю, вот с этим связано то, что там как бы каких-то участников, каких можно избежать, они где-то не попадают в это все. Да, я хотел сказать, что тоже обратили внимание люди, что был анонсирован по какой-то причине, я, кстати, не понял по какой, потому что я знал, что Стив Витков как раз по прямой своей работе, да, уполномоченный по делам Ближнего Востока, но имеющий какие-то особые контакты с Москвой, потому что с него начался глобально весь этот договорняк с его поездки в Москву, где он освободил какого-то заложника, которого российское государство, американского гражданина, которого российское государство взяло в заложники. Вот, да, не было Стива Виткова, потому что я знал, что он должен ехать в Катар, в столицу Катара, в Доху, чтобы вести переговоры по сектору Газа, да, не прямые вроде бы, но там с израильской стороной, с Египтом, с Хамасом, ну, в общем, там вот при посредничестве самого Катара. Это, понятно, процесс тяжелый. Я вот не понимал, как эти две вещи сдружить. Но оказалось все просто. Его там тупо не было на этих переговорах, Стива Виткофа. Да? Он там не присутствовал. Хоть был анонсирован, да. Но при этом говорят, что он поедет, что тоже довольно интересно. Он в переговорах не участвовал, да, то есть не был их непосредственным свидетелем, но при этом говорят, что именно он поедет в Москву доносить эту информацию Путину. Но это тоже все довольно... Ну, то есть об этом есть статьи, но мне кажется, это писями по воде Виллиана, так же, как и то, что он должен был участвовать одновременно в двух ивентах. Но если смотреть медиа, то он должен был участвовать одновременно в двух переговорах, что невозможно. Видимо, он будет... Ну, мне кажется, что можно заниматься только чем-то одним, если честно говоря, и, наверное, это скорее Ближний Восток. А о нем мы еще поговорим, мне кажется, зря не обращаем внимания на это, потому что все-таки это все в рамках этих миротворческих инициатив Трампа. Наверное, тот опыт стоит уже воспринимать, как-то нам тоже его наблюдать. Мы согласились, повиновались, но это основное западное требование. Удивительно, что возобладало такое мнение. Вовсе президента, я думаю, наверняка сыграла роль то, что непрямые переговоры были, ну, в смысле, не между главами государств, а через посредников, что давало немало, ну, то есть то, о чем говорили, да, немало времени подумать, все взвесить. Ну, понятно, что все на телефонах висели, как то и в переговорных процессах в начале войны между Москвой и Киевом в Стамбуле, в Беларуси и в Стамбуле, да. Так и сейчас, то есть все через телефон, ну понятно, это дает время и подумать, это немного меняет атмосферу всего, да, то есть нет вот этого стрессового давления, ну конкретно там на президента, ну нет такого, как когда это прямые переговоры. Все это сыграло свою роль, оцениваю высоко Андрея Борисовича, да, то есть особенно когда посмотрел его, ну то есть видно, что он таким фанатизмом, как первое лицо, и как я говорил, вот не отступаю от этой мысли, что связь президента, да, как царя скорее с народом, она особенна и с судьбой народа, как ни крути, и в культурном, и в любом смысле. И это оказывает свое влияние. То есть я думаю, что именно вот Андрей Борисович не так болеет каким-то фанатизмом, которым болеет наш президент, да, я думаю, что тот визит нашего президента Зеленского в Вашингтон и та перепалка, где он не смог смолчать, потому что он и в своей правоте уверен и готов ее всегда и кому угодно доказывать. То есть не даю оценок тому, там, какие это последствия, насколько это было правильно или нет, и какой это нам нанесло урон или нет. И то есть тут ответы все равно неоднозначны. Но точно может зафиксировать тот факт, что там эмоции эти взяли вверх, да, его какое-то особенного отношения к этому всему. Ну, думаю, это понятно. И да, фиксируем тот факт, что, видимо, Андрей Борисович не так фанатичен в этом вопросе. И когда я смотрел уже вот сразу по горячим следам его комментарий, то видно, что и держится он бодрячком. И главное, вот это важная деталь, сравнивая ее с пресс-брифингом президента Зеленского сегодня, да. По завершению переговоров Андрей Борисович, да, резюмируя все сказанное, сказал, что там все четко, короче, и гарантии есть, которые точно не допустят
там повторной войны. Я думаю, нет, естественно, нихуя, потому что и говорили, что не будут их обсуждать, и все, ну, в смысле, американская сторона, да. И очевидно, что это не тот этап, и очевидно из вектора, да, дипломатического американского государства, что у них видение совершенно другое. В первую очередь прекратить боевые действия. То есть это им очень важно со всех сторон. Все остальное для них, очевидно, будем обсуждать потом. Но тем не менее Андрею Борисовичу, ну не знаю, наверное, хватило мудрости, да, я вижу это так, сказать, что там есть все четко, гарантии, все будет. Сегодня же уже журналисты спрашивали президента Зеленского. Тут нужно сказать, что интересный пресс-брифинг президента Зеленского, он там стоит в какой-то серверной комнате, блядь, почему-то, и да, дает эти комментарии журналистам стоя, такой жанр. И там он сказал, когда его спросили о гарантиях безопасности, ну, в общем, там он, ну, ви знаєте, як президент говорить, розпливчато, ми потужно працюємо, кожен день є позитивні сигнали від наших союзників, тут, там, ми будемо дивитися, як це буде. Суммируя весь этот такой чиновничий язык, да, набор слов политиков, то он говорит о том, что гарантий нет, и они будут обсуждаться после перемирия. Ну, реально он говорит это по сути своей, что перемирие, а потом уже они там будут обсуждаться, будут на столе, и вот. То есть гарантий нет. Но это и не удивительно, я думаю, оно как бы логично вписывается во всю эту систему. Да. В общем, да, Ермак держался круто в целом. Главное, что смог, да, по-моему, найти выход из этой ситуации и удружить две неудружимых таких позиции на самом деле. Ну, понятно, ключевой рычаг, американская военная поддержка. Таким можно кого угодно зашантажировать. Мяч на стороне РФ. Ну, вы знаете, да, вот у бывшего главы Рады национальной безпеки и обороны, у Данилова, у него отчество Мячеславыч. То есть его отца звали Мячеслав в честь, ну, типа, славить мячи. Может, отец футбол любил, ну, дед, получается, Данилова. Ну, в общем, это про мяч, который на стороне России. И помню, когда мы это обсуждали, вот почему-то эта аналогия, она всегда первая на ум приходит. Не то, чтобы я там большой фанат футбола, хотя футбол прикольно. Но тоже помню, когда мы это еще задолго до договорника обсуждали и типа прогнозировали, как бы он мог выглядеть, то тоже на тему того, кто, ну, на тему того, кто будет в глазах мира, в глазах там внутриамериканской кухни, в глазах украинцев, да, украинских каких-то настроев, кто будет выглядеть преградой к миру, мы вот тоже рассуждали, что важно, чтобы мяч оказался на стороне Москвы, чтобы им приходилось как-то выкручиваться и объяснять, а почему нет, чтобы им было неудобно. Вот, и сейчас вот все реально тоже первая аналогия, которая приходит, это то, что мяч на стороне Российской Федерации. Марко Рубио, да, ну тоже член этой переговорной группы, да, министр иностранных дел США. Еще вчера АПшные различные подсосы смеялись, да, тоже на тему того, что эти люди, они утверждают реально много статей аналитических, комментариев журналистов, тоже людей, приближенных к власти, комментарии на тему того, что нам нужно проталкивать свои интересы как-то через религиозную линию американскую. Сейчас республиканцы, они консервативны. Потом эти люди хором долго смеялись с того, что там перед постом, не в смысле в социальной сети, а как религиозный обряд, да, как поститься. В какой-то там день, какой-то там пепельный, да, Марко Рубио нанес себе хрест на лоб и так выступал на Fox News. Да, сейчас приходится эту пластинку менять, в целом критики немного подсбавить. В общем, да, он первый сказал, что, вы знаете, мяч теперь на стороне Российской Федерации, посмотрим, кто там реально настроен, не настроен на перемирие и так далее. Ну, это хорошо. Естественно, возникает вопрос, который, ну, на который ответ мы никогда, наверное, не узнаем. Почему сразу эта логика была непонятна, что лучше на все соглашаться и, типа, ну, вести ситуацию к этому, да, чтобы там в Москве и по линии Москва-Вашингтон где-то все происходили эти процессы, торги, там, кто что кому должен и так далее. Ну, мяч на стороне Российской Федерации. Правильно люди пишут, многие, да, и западные медиа о том, что, ну, судьбу решают вот два императора. Ну, также правильно многие пишут, что Путин этого всегда, ну, всегда об этом мечтал, по крайней мере. С ним Америка говорит на равных, все выглядит как вот передел жесткий через головы других стран, не говоря уже об Украине.
передел каких-то сфер влияния, да, ну, это сложно таким назвать. Я бы просто сказал, что вот этот передел, он возможен, когда есть реальная физическая равность, да, понимаете? То есть вот Советский Союз и союзники тогда, да, в Ялте, они были плюс-минус равны в весовых категориях, да, ну, в каком-то смысле. Здесь же не тот случай. Мне кажется, что вот, ну, скорее Путину правильно, да, создают такую иллюзию, скорее, да, что это разговор равных. Но, безусловно, правда, наверное, в том, что все решится разговором этих двух царей, да, что не то чтобы традиционно, мне кажется, для уже вот что не то чтобы традиционно для такой мировой политики по окончанию холодной войны. Ну и, видимо, это и будут какие-то основные гарантии, да, и тут тоже можно долго рассуждать над плюсами и над минусами, да, учитывая сменяемость власти в США, учитывая несменяемость власти в России, то есть и кто как воспринимает такие договоренности и гарантии и разрядки. Да, ну, тут можно долго тебе рассуждать на тему того, насколько Путин согласится или не согласится. Конечно, это связано с тем, что они пытаются вот, ну как, делить мир, делить Украину, да, то есть через головы всех стран и так далее, даже через какие-то традиции дипломатии, да, наверное, все будут решать вот такие звонки и переговоры первых лиц. В смысле, по их линии. И в этом смысле я бы особо не относился серьезно к комментариям и российских дипломатов, и российских уж, блядь, деятелей Государственной Думы, потому что там какой-то депутат Государственной Думы российской сказал, что мы не согласимся, и все с этим носились, а что видите, они не согласятся, договорника не будет. Я не знаю, будет ли он или нет. Понятно, что у России будут какие-то свои требования, это долгая и сложная канитель. Главное, что нас теперь не будут по ней, наверное, как-то сильно, сильно турзучить, да, как то было раньше. Интересно, какие Путин будет выдвигать условия для того, чтобы согласиться на прекращение огня, да? Ну, наверное, это как-то станет более понятно после того, как они очевидно, ну, как мне кажется, тоже я не военный эксперт, но судя по новостям, их просто, конечно, такой вал, и они довольно противоречивые, но, видимо, после того, как они отобьют Курскую область, после этого начнутся какие-то, ну, где-то начнут всплывать какие-то более понятные предложения, и наверняка среди них можно ожидать. Думаю, этот вопрос не обсуждался, потому что никто не хочет давать на него однозначного ответа. В смысле, наверняка будет там и среди этих требований выборы в Украине скорейшие какие-то, наверняка будет и какая-то попытка, ну, такая, мне кажется, прослеживающаяся по линии Москвы попытка добиться от Украины какого-то ограничения своего внешнеполитического, в смысле вступления в НАТО, да, то есть какого-то отказа от НАТО. И вот это такие сложные реально вопросы. Но тоже интересует то, это будет обсуждаться уже во время перемирия, или это будет обсуждаться еще как вопрос к перемирию, да, как требование к тому, чтобы начать это перемирие. Это важная переменная. Да, ну тоже нельзя не сказать, что многие ожидали от этой встречи, например, подписания этого Mineral Deal, да, сделки по редкоземельным металлам. Ну тоже сложно понять, как бы она выглядела, потому что они как-то сами создали такой контекст этому, что обязательно нужны первые лица для этого, да. Хотя я не знаю, насколько там действительно юридически они нужны для того, чтобы, как говорит президент в этом пресс-релизе, подписать это рамочное соглашение. Ну, кстати, нужно сказать, что оно само, это не есть эта сделка, да, и оно, ну, по-моему, много оставляет и окон, и неточностей, не отвечает на вопросы про долги, например. И на еще ряд каких-то важных вопросов, не говоря уже о гарантиях, но уже вроде как, ну, наверное, не остается пути, кроме как согласиться с тем, что инвестиция это классная гарантия. Что инвестиция это классная гарантия. Да, ну, я не знаю, может из моих слов не совсем как-то стало очевидно, но и правда невозможно дать однозначного ответа на такие события с таким огромным количеством переменных, еще и когда мы обсуждаем такую непрозрачную и замкнутую в себе вещь, и сложную в политическом смысле, как российское государство, да, где очевидно, Министерство иностранных дел, оно где-то очень в далекой вообще связи именно с самим Путиным, да, как то было и в начале войны, когда, ну, мне кажется, есть смысл доверять этой информации. Сам министр иностранных дел Российской Федерации Лавров о начале войны не знал, пока она вот непосредственно не началась физически.
типа это многое должно нам говорить, то в этом разрезе сложно вообще как что-то там где-то прогнозировать, да. Можно только, ну, предполагать. И, конечно, кажется, что, ну, Путину отказываться резона нет никакого от этого, да. Есть смысл пытаться тянуть, может, как-то время, да. Есть смысл выдвигать условия, есть смысл торговаться, как, наверное, и будет, в смысле, что, ну вот смотрите, а как же там легитимность Зеленского, да? А как же их указ про то, что переговоры вести нельзя? Ну вот, в общем, вот такие какие-то телеги задвигать, но не соглашаться идти в отказ, очевидно, идея плохая, да, потому что острая реакция будет Запада, ну, по линии санкций и так далее. То думаю, что можно поступить как-то иначе, да, пытаться в рамках вот этого уже перемирия навязывать Украине что-то, на что она не согласится, но что от третьего лица выглядит не очень дико, да, то есть выборы, отказ от НАТО, и вот среди этих вещей как-то пытаться что-то, ну, сорвать, да. Ну или добиться своих целей. Мне кажется, что такая стратегия, наверное, выглядит наиболее логично. Ну точно не идти в отказ, как многие сейчас думают и, ну, предполагают, что могут просто там сказать, а мы не согласны, у нас успехи на фронте. Ну, успехи на фронте с такой скоростью, ну, долго их ждать придется, а для того, чтобы как-то переломить конкретно ход войны, да, для того, чтобы она быстрее начала двигаться, нужно предпринимать какие-то решительные и дестабилизирующие действия, да, для Москвы. Вряд ли она на них сейчас готова. Вот. Ну да, понятно, что мне кажется, ну тоже это тут, наверное, кажется, можно говорить, но все-таки, наверное, много факторов на это указывают, да, что ключевым для США является, как именно подать это во многом во внутренней политике, как большую победу. Это и подать как выполнение, конечно, обещания Трампа по окончанию войны, это добиться прекращения огня. И, ну, нам опять-таки некуда деваться, не то чтобы в Киеве там, ну, это тоже мое предположение, не то чтобы в Киеве этого не понимают, просто когда тебя шантажируют военной поддержкой ключевого союзника, да, то деваться, ну, некуда, по сути, некуда, остается только соглашаться. То в этом смысле, да, наверное, все понимают там, да, и, наверное, так оно и есть, что все-таки ключевое это именно прекращение огня. А как оно будет дальше, неопределенность. Никаких гарантий именно того, что то дальше оно будет хорошим, безоблачным, их нет. Есть только слова о том, что всем будет плохо, все будут неудовлетворены. Но это тоже понятие растяжимое, опять-таки. Давить на Украину в этом смысле у них рычагов больше, да. Есть шанс, что мы, конечно, более неудовлетворенные уйдем. При этом я имею в виду какие-то не дикие аппетиты границ 91 года, я имею в виду вопросы суверенитета, армии, внутренней политики и нашей внешнеполитической свободы, да, все-таки там при всем моем отношении к при всем моем отношении к отношениям Севера Украины и Североатлантического альянса, да, то есть я считаю это плохим внешнеполитическим курсом, да, ориентирования на вступление в НАТО. При этом, конечно, однозначно внешние ограничения нашей свободы по этой линии это очень плохо, это сильно сковывает нас. И, ну, это неправильно, понятно, навязывание таких условий. Ну да, и продолжая эту мысль просто про прекращение огня как ключевое, да, без определенного будущего, тут тоже, конечно, простила Виткова и Ближний Восток. Нельзя не обратить внимание, что, наверное, эта мысль не лишена смысла, да, что именно прекращение огня, ну и просто многие об этом писали еще до войны, когда анализировали слова Трампа, не помню, какие люди, но помню, что какие-то эксперты об этом писали, ну, в смысле, на русском языке. А, о том, что вот, да, сам факт просто прекращения огня и надежда на то, что никто не захочет потом выступать уже агрессором, да, нарушение этих там каких-то зыбких договоренностей, то есть скорее будет принято решение продлить прекращение огня, да, и дальше торговаться, чем снова начинать войну, потому что никто не хочет выступить тем, кто эти переговоры подорвал, да. То здесь, да, наверное, стоит посмотреть на опыт Ближнего Востока и попытки заключить сделки там. Просто в начале этого месяца, да, истек как бы срок действия первого этапа перемирия в секторе Газа. И как вы заметили, второй этап так и не наступил. И, ну, вероятность невысокая, по крайней мере, что вот в скором времени наступит. Более вероятно, что будет продлен дальше первый этап. Просто я пытаюсь как-то провести аналогии, да, наверное, об этом можно как-то косвенно судить, о том, как это видят администрации. Понятно, что ситуации очень разные, и, ну, сравнивать, конечно, глупо и бессмысленно.
Но все же, суммируя все остальные аспекты, да, и все остальные какие-то действия, аргументы и слова, связанные уже с нашим договорником, есть смысл думать, что, наверное, ну, никто не хочет, да, и не видит смысла планировать дальше, чем просто прекращение огня. При этом я тоже где-то читал такую интересную строчку, что, конечно, каждая из сторон не хочет прекращения огня, но хочет устойчивого мира, да, это декларирует и Украина, и Россия, то есть они все стороны конфликта хотят устойчивого мира, несмотря, конечно, на то, что расхождение очень сильное, да, в видении этого устойчивого мира. И вот понимая, что основное противоречие там, думаю, ставка где-то на то, на первый этап и его типа бесконечное продолжение. Ну вот такие перспективы. Тоже всегда, конечно, критикуя это, я не критикую, да, это, по-моему, все очень милосердно, то, что происходит, по сравнению с перспективами. Всегда нужно давать ответ на вопрос, а как поступить иначе и как лучше. Иначе, лучше ли был тот курс, который был, да, прошлой администрации США, нерешительный, к чему бы он нас привел, теми темпами, да, к чему он нас вел, опять-таки лучше, ну, тут, не знаю, сложно, ну, не то, что сложно дать ответ, сколько сложно найти решительность, да, сказать, что, ну, наверное, лучше надеяться на то, что все выгорит и меньше людей погибнет, как бы это банально не звучало, правда. Ну, переобувка ебанутая написана у меня строчка, конечно. Сегодня, ну, думаю, сегодня еще этап просраться, и завтра уже, конечно, посерьезнее. Очень затруднительное положение поставил все свои там ломы президент тем, что до самых итогов этих переговоров в Джидде, да, все было построено на том, ну, везде это мнение было, о том, что прекращение огня на пользу врагу, прекращение огня, капитуляция Украины, прекращение огня недопустимо, в общем. Есть вариант охуенный, да, прекращение огня только в воздухе и на воде, который, понятно, неприемлем для Москвы. И непосредственно прямо во время переговоров, да, на первых этапах Ермак запостил свой комментарий, да, который он дал Гардиану, где он пишет об этом в том числе. И, конечно, такое переключение, как потом, ну, я смеялся, президент его объясняет, что мы хотели прекращения, сука, ну это же, мы хотели прекращения огня в воздухе и на воде, но нам предложили еще и на земле, ну, конечно, это еще даже лучше. Конечно, когда такое читаешь, довольно забавно. Ну, и это, конечно, сложности создает определенные на информационном нашем внутреннем поле, да, боя, что приходится теперь менять свое мнение, что все-таки не все так однозначно, и, как я сказал уже, этому, в принципе, и посвящено название моего стрима, что перемирие не так уж и плохо, учитывая, что мы еще и больше всех его хотели, как говорит президент. Но это просто довольно забавно. Довольно забавно, как сейчас надо многим подстраивать свою повестку, многим так называемым аналитикам, или как любят говорить, да, украинская держава, как любит говорить, псевдоаналитикам, да, своим ломом, в общем, теперь в затруднительное положение они здесь попали. В общем, вот так. Ну да, оружие дали. Я вам говорил, что эта делегация наша, да, была представлена, которая вела переговоры, в том числе и одним военным, ну, реальным комбригом бригады Холодный Яр, бывшим. Его роль там была такая, что он, ну, по крайней мере, публичная, да, что он потом сказал, подтвердил, как бы, ну, это единственный комментарий, который я от него видел, подтвердил, что вооружение пошло, вооружение нам дали, разморозили, шантажисты, да. Ну вот. Да, тоже написана у меня строчка, которая называется так «Конспирологическая Курская область», да. Ну, видел пару где-то таких конспирологических комментариев, что Украина ну, не хочется в пошлом языке говорить нет смысла, да, особенно учитывая, в какое положение нас поставили. Но, в смысле, согласилась с американской картиной мира, да, с американской визией, согласилась с их требованиями. Украина, типа, согласилась из-за того, что Курская область, потеря Курской области, ну и в каких-то таких формулировках. Либо, что Курская область сдается, да, из-за этого. Ну, типа, что какое-то условие договорняка. Либо что Украина согласилась на эти требования, потому что уже теряет Курскую область и так далее. Но я не разделяю этого конспирологического подхода. Просто не знаю, слежу не особо внимательно за делами на фронте, но где-то месяц, наверное, весь прошлый, только тревожные новости оттуда слышу, ну и неудивительно, да.
Просто что натиск россиян значительно увеличился. Ну, понятно, это связано, ну, однозначно связь есть, да, что Россия ощущает, что есть какая-то вероятность того, что будут переговоры, и для них, конечно, невыгодно, если они начнутся и перемирие начнется. Ну, то есть оно бы не началось из-за этого, да, но, типа, это будет невыгодное положение, потому что тогда ты будешь стороной, которая отказывается от перемирия по причине вот этой Курской области, то они сильно там натиска навалили. Понятно, что я, типа, не даю оценок каким-то военной целесообразности, потому что ничего в этом не понимаю абсолютно, да, и тогда не критиковал, когда многие критиковали, что это, типа, какая-то дурная там операция. Я не знаю, какие реальные цели, там это какие-то силы отвлечь, да, какие-то силы перевести российские, переманить с Донбасса куда-то туда, в Курскую область. Не знаю реально, какие там цели, но что критиковал, это, конечно, слова президента, но, опять-таки, он неоднозначно говорит правду об этом, да, что эта территория, она дает нам, типа, преимущество переговорное, дипломатическое, она укрепляет нашу переговорную позицию. Но всегда с этим спорил, потому что это не так, да. Разница большая в том, что Россия, ну, то есть там Россия хорошо понимает, что ресурсы для возвращения этой территории у нее есть, да, и в этом смысле нет ни малейшей надежды, что они бы согласились вести переговоры в таких условиях. Вот, может, если бы был взят хотя бы Курск, да, и нежелание разрушать его, хотя когда это Москву останавливало, выступила бы такой сдержкой, да, но я тоже фантаст, взять Курск. А там еще есть атомная электростанция где-то, вот махнуться не глядя, атомная электростанция на атомную электростанцию ЗАЭС, да, на юге Украины, это, может, еще могло сработать, просто воевать проблемно за это все. А, конечно, в условиях какого-то ПГТ, там, райцентра, то надежд было мало. Вот этого подхода никогда не разделял, хотя это не в военной плоскости лежит, а просто в плоскости вот комментариев публичных. Вот, ну, Курская область. Понятно. Ну, тоже, да, довольно загадочный удар дронами по Москве. Вроде как самый мощный вообще за всю войну. В чем стратегический смысл этого понять сложно, но я прочел много новостей в западных медиа под заголовками с комментариями москвичей, где они говорят, что война пришла в наш дом. Типа, ну, наверное, значит, можно считать, что цели выполнены, если такая цель стояла, что-то продемонстрировать. Разные были версии. Кто-то говорил, ну, где-то я читал такой комментарий, что это для того, чтобы продемонстрировать как бы миру, скорее, да, того, что требования, ну, там и в том числе американской стороне, того, что требование перемирия в воздухе и на воде, типа, оно не только, как бы не только нам выгодно, а и Москве тоже, видите, как мы их разъебываем. Может и так, но согласитесь, звучит глуповато. Но фиксируем, что такое было. Ну и тоже, да, президентский пресс-брифинг в серверной. Э, Да, ну то там он начинает с козырей, сразу говорит, что, ну, главное, короче, что вернули нам вооружение, поставку вооружений. Конечно, нам там, ну, новых финансирований пока что не обещают, но что это значит? Может, начнут обещать. Но, типа, хотя бы разморозили то, что выделил прошлая администрация. Вот. Ну, вы видели, да, европейцы поддержали все, типа, мы мир поддерживаем. Это просто то, о чем сказал президент, ну и то, что, наверное, тоже нужно зафиксировать их милосердие в очередной раз. Про мяч, конечно, про мяч сказал, что мяч теперь на стороне России. Кто будет спорить, действительно. Тоже выделил одну такую строчку из президентского пресс-брифинга, но я давно на нее внимание обращал. Язык президента, ну, в смысле, не физический язычок, а в смысле язык, как он говорит. Для меня всегда загадочно и интересно, почему президент Зеленский, ну, с такой прямо какой-то забубонной, да, я не знаю, как по-русски сказать слово забубон, с такой забубонным прямо упорством не использует, никак не говорит о России, кроме как русские. Русские, русские, русские. В чем загадка? То есть он никогда не говорит «российская сторона», «Российская Федерация». Сегодня это не первый раз, то есть он так говорит всегда, да, там, и в том интервью Лексу Фридману, ну, например, да, это была такая довильна, да, беседа, то есть это не выступление перед журналистами. Сегодня он все время говорил «русские», но никогда не говорил ни Российская Федерация, ни россияне, хотя, казалось бы, россияне сказать логичнее, еще учитывая, что в украинской мове русский, ну, слово не используется. Россиянин, россияне. При том, что, ну, понятно, что там не все россияне русские, но и другие тонкости. Хотя здесь, наверное, логичнее всего вообще говорить российское государство, да, если говорим о дипломатии.
Тоже это просто для меня загадочно, почему он именно так говорит, и если тут реально что-то забобонное, или если тут что-то этническое, не знаю. Но просто обращаю внимание, всегда интересно. Оно просто еще сильно режет слух, как я сказал, по причине того, что в українській мові такого слова ну тупо нема, руське. Ну, в общем, тоже, да. Не первый раз обращаю внимание. Ну да, говорит, гарантий пока нема, обсудим во время перемирия. Ну, там, в более, типа, таких сложных формулировках. Ну и Минерал Дил говорит, что готовы к рамочным соглашениям. Интересно посмотреть на это. Понятно, тут основная загадка, приедет ли в костюме. Я думаю, не приедет. Ну и правильно сделает, наверное. Таким хамом потакать, наверное, не стоит. А вопрос был, как я говорил, не в Минерал Дил и не в костюме, а в том, чтобы мы согласились на вот это, на прекращение огня. И если мы это уже сделали, думаю, всем будет похуй и на костюмы, и на другие мелочи. Все, друзья, новости закончились. Читаю ваши комментарии и выключаю трансляцию. Немногие знают, что рэп-группа «Центр» названа в честь одноименной группы немецко-фашистских войск, а псевдоним «ГУФ» означает «Германия умрет за фюрера». Блять. Кроме того, псевдоним «Птаха» выбран в честь символа Люфтваффе, а «Слим» означает «Слава лидеру Италии Муссолини». Охуенно. Охуенно. Зеленский раньше не хотел мира, а теперь согласился. Ну еще бы, они ж шантажисты. Ну, напор у них сильный. Сильный напор. Вот, кстати, тоже мне кажется, что посредники это прям важная часть уговора была. Мы бы Трамп хотел сместить акцент с зели на других людей в аппарате ОП, чтобы слегка осадить президента. Ну, я не знаю, насколько так, но в целом это удачно и правильно, и хорошо обернулось, ну, на мой взгляд. Никто нахуй послан не был, это уже большой успех. Не характеризует ли Трампа как не очень мудрого человека? Да ладно. Раз он не смог закрыть глаза на истерику Зеленского, ну я, блядь, не знаю, какой Трамп, типа, в этом смысле мудрый, не мудрый. За то время, пока он устраивал эмоциональные качели, в Украине успело немало людей погибнуть. Ну, тут все цинично, какая ему на вас разница в этом смысле. Ну, и тоже каждый тебе скажет, ну, его сторонник, да, что он это сделал, потому что понимал, что если соглашаться с этим всем и подыгрывать, да, как то была прошлая риторика, погибнет еще больше людей. Ну а так то, конечно. Это то, что я говорил и тогда, когда они по этой же республиканской линии морочили голову по принятиям бюджета, и у нас была задержка в развитии, задержка в военной поддержке. Конечно, это стоило нам многих жизней, реально. Но, блин, такая плата за такие дела. Думать об этом надо было раньше. Мне предъявляют постоянно за русяз. Ну да, мало кто знает, что на русском языке я начал говорить только с начала войны. Но это, думаю, чувствуется потому, как я им хуеватенько владею, правда? Биолаборатории развивать будемо, конечно. Это реально на идиота... Блядь, это охуенный комментарий. В чем прикол прямого игнорирования невозможности проведения выборов? Это реально на идиотов рассчитано? Трамп бы взял ответственность за людей, которым на голову ракета прилетит на избирательном участке или предвыборном митинге. Ну да, это основная, конечно, проблема выборов, блядь, предвыборные участки, по которым ракета прилетит. Ну, я не сторонник выборов, но это, наверное, один из тупейших аргументов против выборов. Один из самых слабых, мне кажется. Хотя я противник проведения виборів во время війни. Денчик, ти вкрав со складу ящик сока чи що? Ні, я купив 4 сока і п'ю їх тільки на стрімах. Чё, к чему все придет, на твой взгляд? Ну, будет так же, как раньше, но чуть хуже. А как безопасно организовать выборы тогда? Да никак. Ну и сейчас смысла нет никакого, мне кажется. Ну, то есть наши переговорные позиции наша позиция ослабнет значительно, если начать сейчас выборы проводить, ну, там в будущем, типа. То есть то, как сказал на этом пресс-брифинге президент, когда его спросили про выборы, он сказал, что выборы возможны только после мира. Да, не перемирия, не остановки огня, а мира. Ну, с этим сложно спорить. Просто тогда мир будет однозначно для нас как бы более невыгодным, еще более невыгодным, потому что страна значительно слабее выйдет после выборов наша. Это не вдаваясь в те тонкости, как их там хуево и тяжело проводить. Точнее, курс в НАТО 100 часов отвечал на этот вопрос. Запись есть на YouTube. А называется она, не помню как, но типа очень долгая. А почему плохо, ну, тоже можно наблюдать. Так а чем мой довод про безопасность как основную проблему довольно плохо? Ну типа, а в чем критика заключается? В скоплении людей? Ну они же и так происходят, эти скопления людей. На фоне всех остальных проблем с этим связанных, типа политического характера, мне кажется, вот этот вопрос безопасности меркнет, да. К тому же это, ну, особенно слышать смешно от людей, которые распоряжаются жизнями там миллионов, да, причем не в лучшую сторону. То есть им приходится сильную, как бы,
тяжелый моральный выбор делать, да. И эти люди потом, которые делают такой моральный выбор тяжелый, рассказывают о своей гуманности. Это, ну, с их уст это звучит, ну, не знаю, как вранье чистое, конечно. Ми тут думали, чому Ден такий злий? Він просто хоче гирли-гирли. Ні, не хочу гирли-гирли. Но проти гирли-гирли я нічого не имею. Хе, Денис, і заради цього тухлого договорняка я безвилазно сидів в квартирі 3 роки, та, ти понял, если подумать, 3 года молодой жизни, ну, тоже ж глупый путь тешить себя тем, ну, блядь, что ж хоть живой остался, да, кто-то вообще умер. Хуёво, это провал, блядь, это очень хуёво, супер хуёво. Это как деды. Деды шо? Голод, 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 война. Если выжил, опять голод, жить в Советском Союзе. Охуенно, да? Но это ж пиздец. Необучаемые. Вывод один. Як то и костюм Ермака сказали уже, что это Том Форд. Думал, только духи бывают Том Форд. Кто-то даже, ну, как я об этом узнал? Кто-то возбудился, что костюм стоит целых 3 штуки, представляешь, долларов. Ого. Может, он на сэшке снял где-то, да? Хороший костюм. Ермаку идет костюм. Хороший он парень, если не учитывать, что только ларьочник и маланець, то вообще нормальный штрих. Вилучив не все погано, як ми очікували, навіть значно краще. Ну, видишь, формула сбоя не дает вот это вот про оценку мозгом, как бы, да, и то, что чувствуется сердцем. Как и во всех остальных случаях, но то, что мозгом взяло верх, то оказалось верным. О, вот вопрос стоящий. Как ты относишься к фильму «Не смотрите наверх»? Всем обязательно нужно посмотреть этот фильм, особенно украинцам, и нихуя не понять все равно. И дальше крутиться в гойстриме. Привет, давно не заходил. Меня интересует главный вопрос. Почему ты перестал включать ту музыку, как средневековый философ? Потому что на нее кидаются права, открывшие истину по божественной благодати. Ну да. А то вот чувствую, что не хватает этого. Ну да. Не хватает этого Кирии Лейсон, но... Видишь, капитализм сильнее, Кирия Лейсон. Украина продолжит мобилизацию даже в случае 30-дневного перемирия, сообщил секретарь комитета Рады по вопросам безопасности обороны и разведки Костенко. Да, у него рожа такая умная. Блять, а вы как думали, нахуй? Завтра вот объявляют перемирие, и все, в тот же день, несмотря на то, что даже нет юридического такого, ну, вообще инструмента, да, остановить идущее военное положение, но в тот же день все, короче, штыки в землю, бери шинель, пошли домой, все, мобилизация заканчивается. И выборы сразу в тот же день. Зачем им наши соки? Ну, манечка у них такая, понял, хотят наши жизненные соки. Ну, вот ты видел, 8 часов переговоры, как он держался. Ермак, в смысле, явно видно, что он питается нашими соками жизненными разными. Ну, то есть или ванны из этих соков принимает моих, да, жизненных соков. Да и пьет их, может, еще как-то вкалывает, может, в том числе. Я думаю, кого у нас денацификуют по итогам мене. Этот, слышишь, подожди, ты пишешь, и Арестович президент что-то там. Нам не нужен Зили-Боба, но выборов нет. Я беру бюллетень, и Арестович президент. Хорош. Ага, у меня нет проблем с кандидатом, но выборов нет. Чтобы вы понимали там, да, ну сколько человек срет в целом. Ну, минут 7. И за 7 минут я нахожу, вот этих выборов нет. А значит, работа идет. Я уже убедил себя в этой конспирологии, что это не случайность, не ошибка. Хотя, вроде как, я даже видел оригинал, то есть автора оригинального в ТикТоке. И он там разные песни сочиняет. И под той написано, что это ирония, и вроде как он такой, типа, ну, як це сказать, блядь, живчик наш. Ну, не то, що наш, ну, ви поняли, живчик, блядь, такой, вкраїнчик, справжній, щирий. И, ну, вы поняли. Не подходит под репертуар. То есть не то, что он мужичок за 30 с востока страны или с Киева, правда. А чё не луснул? Ты же на таком негиче был. Я на негиче был. Не, я как раз был, блядь, позитивно настроен. Ну, в смысле, я не знаю, просто, ну, настроение у меня было позитивное. А вот по переговорам тут, ну, как обычно, да, варианта 2, 50 на 50. Ну, в смысле, мозгом надо соглашаться и гырлы-гырлы полное делать, иначе всему пиздец.
Но сердцем сомневаешься в их адекватности. Они не то чтобы ее много доказывали раз. Может, у них уже, ну, и тут даже не вопрос самосохранения, это, да, вопрос милосердия, наверное. То да, ожидать можно было чего угодно. Да, сердце скорее подсказывало, что будет, блядь, перемирие на воде, на воздухе, там, на огне, но... С участка уже 4 огромных тачки, вот у меня даже тачки нет. Старая тачка сгнила, а новую я не купил. С участка уже 4 огромных тачки с листьями вывез, и это только половина, заебала весна. Ну да, но у меня там не 4 тачки, у меня там, блядь, надо дня на 3 запрягаться именно постоянной от этой работы. Притом я не знаю, куда это листья деть, понял? У меня еще все отягощено тем, что насрали сильно качки, тупо засрали весь двор нахуй ковром. И перья, то есть вот, мало кто знает, но качки, если их выпускать на свободный выгул, то они все замусоривают пухом и перьями. Пух и перья кругом лежат, не очень красиво. То, блядь, не знаю, куда это все деть, типа жечь, ну, помимо того, что незаконно и копоть создаешь, но все жгут, понятно. Ну, еще и, блядь, столько сжечь листьев, это такой гемор, то я думаю сделать вот эту копну, как, понял? Гной. Перегной. Компост. Да, компостировать. Взять, тупо построить куб, ну такой, да, і туди сложить і ждать, коли воно там згниє. Якщо навіть росіяни погодяться, то треба йти в отказ, бо вони використають перемир'я для переозброєння, а потім нападуть. Дуже слушна думка, дійсно, Микола Богданенко, як завжди. Дуже стратегічно сплановано. Дуже стратегічний погляд, дійсно. Ну, як завжди, найтрезвіша думка у чаті це Миколи Богданенка. Звісно, звісно. Це, ну, вже зараз потрібно всім окреслювати, всім казати, журналістам, кожен державний чиновник український повинен сказати, що це, ну, грубо кажучи, обман Росії. Тобто ми зараз дивимось на їх реакцію. Ми впевнені, що вони не погодяться. Ми погодились тільки тому, що ми знаємо, що вони не погодяться. Це навіть ну, не погодження по повній мірі. Це просто, аби подивитись, як вони себе поведуть. Ми всім повинні донести, що ми насправді не дуже серйозно до цього відносимось. Не дуже серйозно відносимось до перемиря. Ну, це так. Якщо росіяни не погодяться, то й добре. А потім до перемоги. 35 гривень це потужно. Ну, як казав мені директор, як говорив мені директор бібліотеки Вернадського в Києві, копійка рубль бережет. А що думаєш, Андрій Борисович все-таки досяг найкращих умов для своєї країни? Я Андрій Борисовича без іронії на цих переговорах оценюю високо. А что пресс-секретарь сказал, это пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины сказал, если что были тяжелые компромиссы и детали, можно будет сказать, через несколько лет только. Это что натворить, что несколько лет скрывать надо? Да не, это забей, ты уже деталей не узнаешь никогда, наверное, ну то есть вообще не скоро. Может, с американской стороны когда-то расскажут, но я думаю, что это ну, просто детали, да, как велись переговоры. Такие вещи всегда секретные, всегда в тайне. Автоп, ну ты как-то причислял такой медиапроект АК Big US, ну как бы Big кириллицей, USSS, как будто бы корабль американский, то оно латиницей и капсом. Инфо как Грантоедский или что-то в этом духе. Можешь по ним выдать базу? Что с ними не так? Ну типа рассказать про коррупцию, что не так? Про кого-то умалкивают? Дал бы сам на такое грант. Я бы дал на что угодно, чтобы очередной вот такой шитхол развалился, да. А касательно борьбы с коррупцией, я как раз это и защищал. Ну, то есть борьба с коррупцией хорошо. Чё? Это хороший инструмент борьбы с коррупцией. Для нашего общества полезный. Поэтому я против закона об иноагентах, в частности. Но нужно понимать, что борьба с коррупцией это что из себя, да? Ну вот. Как это выглядит вот в условиях такой вещи, как Бигус, да, такого медиа. Это ты берешь и снимаешь расследование, да, коррупционное, ну там, обличаешь кого-то в коррупции, в каких-то схемах, ну то есть кого-то, да, то есть там есть кто-то, кого атакуют, то есть это не какая-то абстракция. Таким образом, ты становишься как бы участником политической игры в Украине, да, ты становишься одной из сил, да, весомых в украинской политике, ты начинаешь на нее влиять. И здесь уже, ну, как бы
стоит, это даже не вопрос дискуссии какой-то дилеммы, стоит просто понимать четко, что у вас есть как бы игрок, да, внутри вашего вот этого политического, политической структуры страны, да, внутри политической жизни, есть игрок какой-то, который спонсируется, ну, на иностранный кошт, на деньги другого государства. У него какой-то спонсор, у этого спонсора могут быть интересы. Как, например, да, ну вот абстрактно представим, сегодня осталось бы USAID, да, по-другому бы его перекроили, сегодня им там нравится президент Зеленский, завтра он хуесос, потому что он не хочет следовать интересам Америки. Против него снимают долго, мучительно расследование, блядь, рейтинг его падает. Ну, это простой банальный пример, да, как это устроено. То же самое и со всем остальным, там, с их противостоянием, безусловно, охуевшей, но тем не менее, да, непропорционально сильной, но все-таки здесь интерес можно усмотреть. Их постоянная война со службой безопасности Украины, да. Ну, в общем, это просто такой факт реальности. Но я не говорю, что это нужно запретить, просто это нужно понимать. Сейчас они, ну, лишаются финансирования по этой линии, по линии USAID, да. И, ну, не знаю, насколько правда, просто они и раньше снимали о коррупции в Киевском горсовете, да, ну, о коррупции в окружении Кличка. Понятно, коррупция там ебанутых масштабов, совершенно огромные деньги, совершенно безжалостное их воровство, да, то есть Киев выглядит как худший такой африканский город, как Аддис-Абеба, столица какой-то Уритреи, да, условно говоря, ну, какого-то такого типа, да, что-то вот такое. При этом, ну, бюджеты очень большие, да, очень богатые люди, очень высокие зарплаты, ну, по меркам Украины, естественно. В общем, к чему, да, коррупция там сумасшедшая, они снимали об этом раньше, но сейчас, да, в контексте вот борьбы внутри украинской политики выглядит так, будто бы возможно, да, и не первый раз их в этом уличают, что свойственно реально вот таким организациям, что ли, да, ну, вы поняли, таким медиа, в общем, таким структурам, которые борются с коррупцией, будто бы они, возможно, выполняют чей-то политический заказ, и сейчас на фоне лишения финансирования, возможно, это заказ офиса президента, да, вполне вероятно. Ну, есть такое подозрение, просто сопоставляя интересы. Ну, конечно, за руку не пойман, да, но интересно получается. Я просто знаю, что они выпустили на днях вот расследование про какое-то воровство по линии Кличка. Ну, я его не смотрел, но мне и не надо, я верю, что воруют, воровали всегда, ну, это очевидно. Просто если посмотреть на то, как выглядит Киев. То есть это просто Аддис-Абеба с публичными домами, ну, так, с трепухами, да, которые держат люди Кличка, да, с колл-центрами. Ну и главное, вот просто ни копейки на город, ни копейки на город. Ну, в общем, не знаю, к чему это говорил. Да, какую базу? Хорошо это, как явление для такой слабой страны, как Украина, да, в смысле, где каких-то денег нет, коррупция серьезная, то это, ну, нужный, наверное, инструмент для поддержания какого-то тонуса политического баланса. Во многом их заслуга, то есть, как я уже вспоминал, их расследование было одной из таких очень, ну, значимых вообще в этой плеяде скандалов, связанных с президентом. Это полет на вертолете МЧС на день рождения Ермака, по-моему, помните? Вот, ну, в общем, это, наверное, один из основных инструментов был по снижению тогда, да, политической популярности президента Зеленского. Это просто, ну, нужно понимать при этом, именно четко осознавать мысль, что не все, что с неба, то от Бога, да. Нужно понимать, что, как вот пишет Город Свит, да, что правые вот эти сторонники рынка, они не понимают, что не бывает бесплатных вещей. Они как раз хорошо понимают. Это он, наверное, не понимает, что не бывает бесплатных денег, да, потому что из его поста следует, будто бы да, бесплатных вещей не бывает ничего бесплатного, а бывают только бесплатные, видимо, деньги, да, ну просто так щедрое американское государство тратило деньги американских налогоплательщиков на поддержание демократии в Украине. Ну это, конечно, не так, это наивный взгляд. Ну, в общем, я все сказав. При этом, ну, я проти запрета этого. Стрімер вихваляється, що багато знає про Гренландію. Чи шарить він у теми Арктики? Ну, наверное, даже про Арктику більше знаю. Ну, блядь, ти знаєш, это... Как если я завтра, наверное, об'явлю, що я хорошо розбираюсь в вищій математиці. Багато хто чомусь дрочать на якусь міфічну домовленість між США та РФ по Арктиці у сферах економіки, безпеки, логістиці. Ну, я не знаю о такой договоренности. Ну, то есть ты имеешь в виду, что в рамках этой разрядки она будет?
Возможно, но мне кажется, что тот статус, в который перешла Арктика из зоны сотрудничества где-то в конце десятых в зону все-таки противостояния, наверное, он по множеству причин, в том числе и территориальных претензий по шельфам, там, по тому, кто как будет контролировать, возможно, потенциальный морской путь там и так далее, наверное, уже никогда назад вот в плоскость сотрудничества с вот такой усиленной России, да, мілітаристичної Росії, наверное, уже никогда не вернется в ту плоскость, ну, фізично. У чому прок під той льодяної залупи, крім безпеки логістичних шляхів між США і Європою? Ресурсів, які там є, вони дуже дорогі, їх до жопи у інших країнах світу. Безпеку США може там гарантувати без РФ, бо у них флот крутий, а у РФ ні. Для чего то комусь Арктика взагалі? На самом деле про флот все не так однозначно, потому что Россия много вложила именно вот эти ледоколы, да, именно в то, что в Арктике может хорошо себя вести. Россия очень много денег, да, непропорционально много для своей страны, но это все, правда, я должен был в том видео рассказать. Очень много непропорционально для своей страны, и в этом есть, да, скажем так, это отражается потом в реакции американской стороны, которую они излагают в своей арктической стратегии Пентагона. Непропорционально много денег вложила в военную инфраструктуру в арктическом регионе, да, она единственная, кто обладает там реальными военными базами, с такой серьезной инфраструктурой, что для России вообще редкость, да, денег не так много строить всякие богатые вещи, особенно в таком проблемном регионе. Понятно, что там все с большим плечом экономическим получается, да, финансовым, потому что все дорого, там и логистически, и строить там все дорого, ну, то есть зарплаты там везде высокие и так далее. А в общем, да, по сути. Это касательно безопасности. Ну и тебе каждый скажет, конечно, что в стратегическом смысле это самый ключевой регион в смысле стратегических вооружений, да, ядерной войны. Это кратчайший путь, куда и полетят ракеты на Вашингтон, ну и, соответственно, с Вашингтона на Москву, вот. И в этом смысле ценность его особенная. Ну и вот так, короче, не знаю, что еще добавить. Да, касательно ресурсов, ну, во-первых, непонятно, да, ресурсов много, я тоже не особо там как-то, может, пребываю под вот этой магией каких-то неизвестных мне до конца редкоземельных металлов, да, и понимаю вопрос стоимости добычи, но то, что есть сейчас, да, и то, что понятно, это, конечно, нефть, которая есть нефть, которая есть на Аляске, да, она логистически очень прочно связано с перевозкой по Арктике, да, логистически очень прочно связано с арктическим регионом, да, где у США тоже проблемы, ну, помимо растущего влияния и военного присутствия России, да, помимо этого проблемы даже вот среди своих союзников, да, в вопросе демаркации морских путей. Ну, вот так. Надеюсь, я как-то нормально ответил. Ну, а если как-то еще проще сказать, да, для чего такому Арктика взагалі? Ну, наверное, это просто один из немногих еще остался таких точек на Земле, да, которые еще не полностью распилены, да. У них мутный статус, скажем так. Конечно, в смысле, может, не самом плоском юридическом, да, хотя и в этом тоже, а в смысле вот именно каком-то абстрактном, в смысле влияния каких-то вопросов военной логистики. Нужно сказать, что арктическая стратегия США видит проблему, одну из основных проблем, да, это довольно интересная мысль, видит одну из основных проблем в нарастающем присутствии военном России в арктическом регионе в том, что это закрывает им один из каналов потенциальных проекций военной силы в Азию. Это довольно интересно. Об этом они пишут в своей, собственно, арктической стратегии, да. Ну вот, это тоже важно, просто потому что связано с их, скажем так, взглядом в Азию. Ну да, также нельзя не сказать, что они насторожены сотрудничеством в арктическом регионе Китая, да, нарастающим Китая и России, да, потому что для Китая этот Северный морской путь очень важен, потому что, возможно, потенциально может сократить им путь в Европу где-то там к 30-м годам, к 2030-м. Да, там ледоколы их плавают, ну то есть не ровен час появится и военное там их присутствие, что будет нехорошо. Ну, в общем, это все я должен был бы в том видео изложить, только там гораздо больше деталей, с какой-то большей точностью. Моего знакомого, кстати, скоманули с колл-центра походу в позапрошлом году. Причем так интересно, он искал работу, ему позвонили, сказали, что работа будет связана то ли с акциями, то ли с банками.
Ну, очевидно, скам с камина, да. То ли с банками, но для этого нужно будет открыть специальный счет. Давайте мы вам подскажем. Созвонились через Скупе, сказали продемонстрируйте экран, причем говорили ему, что делать. В итоге он открыл какие-то кредитные счета в банковских приложениях Сбера и Тинькофф и перевел куда-то с них деньги. Молодец. Жестко. Жестко. Не, ну это жестко, да. Ну что, демка 30-дневки с мобилизацией в мирное время? Ну не знаю, я вам говорил, что прекращение огня это не мир, и во время прекращения огня будет продолжено военное положение. Еще когда вы хуй знает, когда спрашивали об этом. А какие там базы? Ну мощные там базы, мощнее, чем у США, но они это сами признают. Военные части, куда провинившихся деятелей типа оппозиции служить отправить, ну понятно, служить там не сахар нахуй, там нет лета, блядь, там холодно. Ну, свои законы, как на зоне. Думаю, служить там не сахар нихуя. То есть это наказание можна. Это як служить на подводній лодці. Зрос, крім ядерної безпеки США, як резервний шлях до Азії, якщо Панамі капут, нахер вам не надо, дяки. Ну, грубо говоря, да, но я бы, наверное, реально упростил бы до того, что просто, как и многие процессы в мире, да, это какой-то взаимоэскалирующаяся вещь, да, то есть США не могут не отвечать на разрастание каких-то московских интересов, да, и военного присутствия, ну и наоборот. И вот это, наверное, даже важнее реально каких-то там таких тонкостей стратегических, в которые это уже потом пытаются оформить. Так, читаємо, що пишуть. Що таке гирли-гирли? Да, мем такой, брейнрот, родился где-то на стримах Убермаргинала, заказывали ему, где Шрек говорит, Фионе, наверное, хуй его знает, говорит, сделай мне гырлы-гырлы горловой, и там такая нерастевая психозная песня. Спасибо, привет, я поотъеха из рідної неньки рідної України, новости оттуда, из новостного потока Украины выпал, постоянно ловлю себя на непонимании внутренней кухни, ведусь на удочки всяких внутренних акторов, что, блин, делать, как быть? Не знаю, а что тебе надо? Ты планируешь возвращаться или нет? Если нет, то не знаю, нахуй оно вообще тебе нужно. Снаружи говоря, с европейским peers, как там, come to peace, блядь, ну как-то так. In the name of peace. Да, сложно не встраиваться в неблагонамеренный нарратив, что Украина щит с Запада и т.д. Ну, встраивайся в что хочешь, что тебе сказать. Так, хорошо, отъехай из Украины. Издалека довольно... Так, как договорились на перемирие 30 дней, и почему-то все еще не прекращена мобилизация, не назначены выборы и не открыты границы. Пацаны, как вы думаете, почему согласие Украины какое-то зыбкое на перемирие в 30 дней не остановило в один день мобилизацию, закон о военном положении, который на месяцы вперед принимается, и не выбрало выборы, которые вообще хуй когда там можно назначить? Издалека довольно легко еще идеализировать Неньку. Сложно находиться между двух стульев, где на одном хочется как-то отстоять Неньку от стереотипов и прочь, а на другом реалистично видеть укрситуацию. Не знаю, смотря какие у тебя цели, ну, типа, логично, каждый хочет гордиться своей страной, каждый хочет, ну, а чем еще гордиться, да. Чудо-чудо. Чудо-гирли, да. Адіс Абеба дуже чисте місто і активно будується, не ображай порівнюючи з Києвом. Но я ходил на Google Maps, ну, может, там старые фотографии, выглядит охуенно похоже. Ха-ха, эта трансляция скоро закончится, если не перевести 1000 гривен по этому счету, да? Меня однажды пытались скамнуть деньги схожим образом. Откликнулся на рабочую вакансию, и в ходе интервью со мной созвонился левый чел, пытающийся впарить некие курсы с нулевой ценностью за охуевшие деньги. Даже не знаю, что тебе сказать. А новости из Сирии не обсуждали, там демократия пришла, и видео оттуда это подтверждают. Я ничего не знаю, я читаю BBC, а в BBC написано там интервью жены, короче, этого, блядь, президента Сирии нового. Даже не знаю, президент неудачное слово, но там так вроде написано. Ну, главы Сирии нового. Интересно, а что там, что-то происходит? Израиль еще, знаю, их бомбит почему-то. Почему Израиль их бомбит? Ну, Израиль, как всегда. Мусульмане хуярят мусульман, никогда такого не было. Нет, тут другое. Но такое тоже, да, никогда такого не было. Я не знаю значения слова нарратив, но я знаю гырлы-гырлы. Там, кстати, объявился гей-националист, мовный инспектор с новыми информационными поводами. Я слышал, он накинул касательно, да, ну, гей, мовный националист, инспектор из Одессы, которого бусифицировали, который воевал там с вывесками, с музыкой, еще с какой-то поебучкой, его бусифицировали. Ему там очень плохо, у него какие-то проблемы неудивительно с головой, он пытался собрать деньги, взятку, чтобы выкупиться. Не знаю, чем закончилось, но знаю, что он сейчас... А, еще он вроде автор петиции о запрете русской музыки на русском языке.
Но кроме этого всего, всплыла информация недавно, что он жалуется по какой-то причине на свою IT-компанию. Может, что там этот, знаете, часто в таких компаниях есть юрист по мобилизации. Я такое слышал, который типа там пытается сотрудников отмазать, обычно неуспешно, потому что денег-то нет. Ну, в общем, да, почему-то он как-то обиделся на свою IT-компанию, в которой он работал и зарабатывал деньги. Неудивительно, кстати, что такой скот оказался айтишником. Ну, в общем, где он зарабатывал деньги, он на нее написал телегу, что они там работают, блядь, с россиянами и вообще какие-то хуесосы. Я, естественно, не читал, но тон такой. Гирлы хотят запретить, да. Сирійська трагедія, сирійське недорозуміння, да. Так же, якийсь кожух одного разу заскамити хотів. Пропонував якісь курси по критичному мисленню, щось про те, як формулювати свої думки та як правильно аналізувати фільм «Бійцівський клуб». Казав, що у нього якась своя школа ще є. Ще називалось так дивно Апейрон чи Апейрон, не помню точно. Я тоже только пока читал, хотел пошутить, что меня тоже однажды как-то один, короче, ну он про политику часто рассказывает, хотел заскамить, типа, говорит, вот я продаю курсы за деньги, чтобы разбираться в политике. Короче, там, чтобы понимать себя, и, типа, нужно оплатить курс, короче, да, и там поприсутствовать на лекции, короче. Ну, я оплатил, типа, представляешь, почти заскамили. Дэн, а что на ютубе боты в комментариях? Нет, люди. Вначале было слово, и слово было гырлы. Ну, мне кажется, что потенциал хороший у этого мема. Ну, в смысле, время жизни недолгое, но... Кста насчет серит писали, что у вас цены сильно взлетят. И у нас тогда тоже так взлетели. У кого? У вас и что у нас? У нас не взлетели, но взлетают на взлете, на низком старте. К сожалению, тоже я вот забываю, ну, пропадает из головы именно мотив гырлы-гырлы горловой. И оно само собой ложится на сигма-бой. Ничего не могу сделать. Айтишники, не принимайте близко к сердцу, вы все-таки богатые буратины, да, я со спонсорами ссориться не хочу. Я это просто к слову сказал. Естественно, все люди разные, все люди уникальные, нет плохих профессий, бывают плохие люди. Бывают люди, более того, конченые. Их, возможно, даже большинство. Не все они из злой воли такие, многие из доброй. Чаще из доброй. И чем более из доброй, тем более мразотные. Вот, так что ничего против айтишников не имею, а то все пишите, айтишники те фрики, айтишники эти. У вас много зрелов из РФ, и боюсь подписываться на Твиче и стать изменником. Не боись. Кто сыт, тот гибнет, а зрителей много. У нас вообще зрителей дохуя. Не, я про тех, кто пишут свой криптокошелек на бирже и там под каждой записью видосом на ютубе. А, бля, ебать, они заебали. Да, и на мове пишут, короче, и на русском. Там, спасибо за аналитику, пожалуйста, всегда. Но вот у меня есть проблема, я хочу, типа, перевести деньги на Binance. Вот сид-фраза, там, come, peace, deal, короче, помогите мне. Нихуя нельзя сделать с этим, просто ничего. Я баню по возможности. Я баню, но просто не могу же, блядь, сука, каждую секунду сидеть там за ними охотиться. Меня убивает, почему YouTube с этим, блядь, не борется никак. Не, я был бы спокойно настроен, если бы это просто была такая анархичная платформа, там, ну, как Telegram раньше, да, условно, до, блядь, пленения Павла Дурова этим, блядь, ну, вы поняли, Макроном с бородой, да. Если бы это так, но это не так, они дрочат сумасшедшие, они мне постоянно отключают комментарии, постоянно мне ложат монетизацию, постоянно удаляют чьи-то безобидные комментарии, то есть, это пиздец. Причем их было несколько, сначала одна, потом перезвонил другой скайпе, потом еще один, потом еще одна, короче, они его таким образом запутали, говорили, что нужно дождаться перевода, потом ему вернутся деньги, пока там на бирже что-то обрабатывается, но это жестко, причем он догадывался, что что-то не так, но они его так заговорили, что он не мог остановиться и понял уже чуть позже. Хотя судьба была в том, что они хотя суть была в том, что они попросили его перевести еще деньги, чтобы разблокировать предыдущий перевод, который как бы застрял, и его нужно протолкнуть, чтобы предыдущий перевод прошел и пришел обратно. Ну, где-то на 150 тысячах рублей он все-таки додумался и остановился. А это уже когда они ему начали уже нервничать, когда он стал наводящие вопросы задавать, и уже потом начали, чтобы он мог взять еще у кого-то денег, чтобы еще перевести. То есть пытались выдаить по полной. Вот такие у них схемы, ну да. Но я признаю, что это позорная страница нашей истории, чувак. Ну, у меня к этому отношение однозначное, да. І вообще, да, к таким тонкостям. Я не знаю, що тебе ще сказати. Жорстко это. А чого вони саме на твоєму каналі це пишуть? Я жодного разу не бачив таких коментарів на інших каналах.
Ты десь свій Google аккаунт до якийсь криптобирж привязывал? Не, этот Google аккаунт только для одного существует, вот этого канала, да, и все, больше нигде не завязан и нигде вообще не используется. Это связано с тем, наверное, что в описании есть криптодонатилка. Написано слово крипто или что-то такое, да, и есть донатилка крипто. Я думаю, вот в этом ключ ко всем проблемам. Там, где этого не было, то там и не было таких комментариев. Добрый вечер. Первое. Айтишники нормисы, как экономисты 15 лет назад. Такая аудитория, как твоя, всегда будет подобных слать нахуй. Только что пришел. Можно вкратце. Общее настроение за последние дни ушло в плюс или в минус? Без тебя не разобраться, сам понимаешь. Ну это же ваше настроение. Скорее в плюс, есть шанс пожить подольше. Правда. Я не знаю, нормисы или нет, блин. Я вот мне сложно сказать. Главное, у них есть деньги, это многое формирует. Это формирует их как класс. Правда? Точнее ответь. Можешь ответить еще раз вопрос, пожалуйста? На моем вопросе залагало. Точнее ответь. Точнее ответь. Ну ответь. Издалека довольно легко идеализировать. Так я никак не ответил на твой вопрос, потому что вопроса никакого не содержится в твоих словах, ну реального. Даже нема знака питания, но это полбеды. Типа, ну, логично, что каждый хочет защитить свою страну, да. То есть это известный и много где описанный феномен, да, что попадая в другое общество, ты превращаешься ярым патриотом, да. И это повсеместно встречается в среде мигрантов особенно, да. То есть, что переехавшие становятся там еще, переехавшие становятся какими-то адовыми за украинцами, россияне становятся ватниками. То есть это часто встречающийся же феномен. Так нагнули на суд Джидіча президент Андрій Борисович продемонстрував перевагу трускавецької дипломатичної школи над Криворізькою, тим більше гарвардсько-ельської своїх візаві. Продемонстрував, наверное. Ну как нагнули? Тут как подашь. Мы только этого и хотели, в смысле, что не чтоб нас нагнули, а чтоб перемирие. Мы ж больше всех хотим перемирия. Ты что, не в курсе, что ли? И есть возможность получить бакалавра по политологии в немецкоязычном вузе. Учусь на юриста. В нашем универе преподавал Вебер. Флекс. Флекс это хорошо. Как думаешь, идти еще варианты философии и социология? Ну, наверное, политология лучшая философия и социология. Иди туда, куда хочешь. Ну, в смысле, куда хочется. Хочу получить что-то человое вместо юриспруденции. Ну, не знаю. Я могу только за Украину говорить. Здесь право более востребовано, чем политология. То есть полно должностей, где именно требованием является юридическое образование. При этом политология, ну, проходит как обычное гуманитарное образование, любое другое, как там историк, еще какой-то хуй. Но выбирать надо то, что нравится и то, что хочется. Приехали в Джидду на дегустацию традиционного грузинского блюда нагнули. Смешно. Хочется все, а времени только на одно из списка. Ну, наверное, что одно больше хочется, правда? Ну, еще подумай, как ты, ну, реально, именно не то, что ты хочешь учить, а где бы ты хотел работать. Может, где у тебя есть связи. Вот это очень важно. Что еще интересно, они сначала интересовались, откуда он. Он сказал, ну, с Краснодара. Он такой, я тоже с Краснодара сам, но переехал в Москву. Он думает, кто я слышал некие акценты, гэканье проскакивал. Он думает, наверное, наш краснодарский. Еще когда с ним связывалась какая-то девушка уже из их, то же самое было слышно на фоне, кто-то что-то бурно обсуждает, смеется там, ну, банк, видимо. Поліція масово обшукує моделей OnlyFans. По всій Україні правоохоронці проводять перевірки за статтею про розповсюдження порнушки, клубнічки. Під обшуки потрапляють, зокрема, і ті, хто не сплачував податки. Ну і ті, хто сплачував теж, бо все-таки все одно розпространення порнографії. Чим ближче крах імперії, тим божевільніше її закони. Не, ну імперії, наверное, но ми ж не імперія. Жалко онлифанщиц. Девочки ни в чем не виноваты. Тиктокеры это агенты Кремля однозначно. Интересно, а что определяется? Вот я не читал никогда вызначения цих законів. Как они определяют, что порнуха, а что не порнуха? То есть вот фотка с голыми сиськами за деньги продается. Это распространение порнухи или нет? А с голой писей и попой это распространение порнухи или нет? Или это еще эротика? А вот если уже половой акт, то это порнография? Вот это, наверное, порнография уже реально. Интересно. На что встал, то и порнуха, думаешь? Вот чего этим можно добиться, кроме того, что эти онлифанщицы с деньгами просто уедут за границу, как многие из них уже сделали давно. Будут сидеть там, блядь, в Барселоне, короче. В чем успех, непонятно. В чем задум? Ему понятно, бабки подстричь.
У нормальных стран есть законы и определение этого. Не, ну у них есть, у нас есть и от законы и определения. Просто я его не читал, я об этом. Половые органы, говорят, это порнуха. Это типа факт? В Украине остались онлифанщицы? Нахрена? Самые нищие из них, наверное. Не знаю. Не знаю, какие остались онлифанщицы. Но знаю, что остались. Ну, типа, из каких побуждений, не знаю. Просто на Западе тоже регистрировать все это придется. Но там хотя бы не висит статья серьезная за распространение порнографии. Держава выгоняет всех при деньгах, потому что деньги портят людей, а нации нужны самые неиспорченные. Согласен, и люди с деньгами могут до власти дорваться. Представьте, партия онлифанщиц, депутаты онлифанщицы. Я жду, когда главмусор какой-нибудь, ну там условно как Максим Бомжатский из парламента, да, или министр внутренних дел Клименко, да, выйдет и скажет, что пацаны, а что вообще, в чем дискуссия? Онлифанщицы, ну это, ну и порнуха, это, ну, без 5 минут, ну, проституция, это низко, это фу. Зачем нам такие люди? Они должны либо быть в тюрьме, либо за границей. Такой комментарий, он бы повлиял на общественное настроение. Ну реально, кто будет это защищать? Ну типа порнографія, блін. А у нас стаття за зберігання порнографії на диску комп'ютера є? Просто так питаю, я от не знаю. Если ты ее не распространяешь, не знаю. Просто если они через свое конторское ПО получат доступ, то это будет считаться распространением? Партия слуга вебкама. Слуга вебкама. А, блядь. Ты вот напомнил слуга вебкама. Как вам то видео без контекста, я его просто скинул, где бабенка вот эта сидит, по-моему, с ведущей из Биуса, да, я так и не понял. Вот в этой студии, обвешанной обложками Тайма, каких-то других западных медиа, Экономиста, сидят в этой вот такой вебкам-студии и рассуждают на тему установки памятника Джорджу Вашингтону. Женщина, вот эта девушка, тупая, как 100 мотоциклов, блядь. Многое о ней, наверное, уже должно говорить то, что она одела, типа, пиджак и вот эти светло-голубые джинсы в обтяжку с кроссовками New Balance. Это уже такие люди именно и должны, блядь, решать, какие где памятники должны стоять в вопросе эстетики места. И самое главное, что в установке всех этих памятников, безусловно, связанных с поклонением каким-то, блядь, западным политикам, в хуй не впершимся нам, типа, блядь, Джорджа Вашингтона. Ну, я понял, еще Трампу, да, поставить памятник, еще какая-то логика присутствует, может, он сам бы и проспонсировал. И то, наверное, не в центре города. Но Джорджу Вашингтону, блядь. Так самое главное, что этот человек, он, блядь, ну, даже не знает, какие вообще в Киеве улицы есть. Говорит на каком-то бульваре Богдана Хмельницкого. Такой, блядь, бульвара не существует. Улица есть Богдана Хмельницкого. А бульвар Тараса Шевченко. Не знают, кому вообще стоит памятник там, но знают, что вот был Ватутин ватник. Ватник и ждуны ватники Ватутина защищали. И еще какой-то хуй там на коне, говорят, ему ногу отрезали, кто помнит, да, когда-то. Щерс имеется в виду, да. Поставить вместо Щерса Вашингтона, это, как она говорит, одного товарища на другого товарища. Это, блядь, ну очень иллюстративно вообще в плане развития нашего державотворчего мифу было бы. Ну, Щерс гораздо больше заслуживает стоять на том месте, чем Джордж Вашингтон. Ну, как ни посмотри на этот вопрос. Ну, короче, убийственно. Убийственно наталкивает на мысли, типа, это ж... Вот эта женщина тупая, как 100 мотоциклов. Это ж представьте, какими она должна скиллами обладать, чтобы туда дорваться. Ну, явно не какими-то интеллектуальными. Как надо, ну, наверное, уметь сосать люто. Это же вообще пиздец. Это заставляет задуматься в целом. OnlyFans в наших реалиях не иронично. Одна из немногих честных профессий, которые можно прожить. Ну ты видишь, она при определенных условиях нарушает законы Украины. Конфискация писечки, як знаряддя злочину. Ну, кстати, интересно, а как они вот там, как вот та фотография, где чекист стоит и смотрит на вагины, да, такие в стеллаже, да, недавно на нее натыкался. Интересно, они реально конфискуют, как, типа, знаряддя там злочину в натуре дилдаки, вот это? Ну, просто интересно чисто. Вопросы этого самого процессуальных, да, действий. Идея полная хуйня. Считаю, надо ставить памятник Джорджу Флойду. Кстати, да, вот это тоже этот комментарий. Ну, я его, да, в чате в Телеграме писал, что, конечно, Джорджу Флойду, и типа, ну, я не знаю, сколько на Твиче адекватно это говорить. И сейчас уже все-таки век техники, ну, и видно, развиваются современные технологии, и вообще чувствуется какой-то век такой, ну,
технологический, да, что технологический прорыв, вот он сейчас где-то происходит, нейросети, надо еще, чтобы это был, в общем, Джордж Флойд, но в образе такого андроида. Интересный дискуссионный вопрос. Дело в том, что в ряде стран карают за факт купли секса, за деньги карают именно мужчин. Проституток же не привлекают к ответственности в рамках этих установок. Возможно ли поимка поклонников тех, которые платят OnlyFans? Я не знаю, блядь. Может и возможно. Я вообще не знаю, не знаю. Наверное, их аудитория, она за границей преимущественно, правда. Ну, я тоже. Да мне так кажется, просто слабо представляю украинца, который заплатит деньги OnlyFans. Ну, может, если он айтишник, мохнатое золото, взломщики мохнатых SEO. Скандал с оксюмароном уже обсуждали? Да не, блядь, где мы, где оксюмарон, ты нахуй сказал такое? Меня спросили, я ни одной его песни не слышал. Ну, естественно, только натыкался на какие-то фрагменты где-то, или там на рэп-баттл какой-то. Ну, вот тот со Славой КПСС, вот с его-то я творчеством знаком. И единственное, самое смешное, что я видел, да, чем могу с вами поделиться, это где вот это... Где вот это, ну, вы это наверняка тоже слышали, где вот этот текст сообщения, да, озвучен стилем, как на том рэп-батле говорит Оксимирон. Ты меня возбудила? Ну, это просто очень смешно, и все. А так-то наверняка контора за этим стоїть, нехуй думать. Судову експертизу проводять, ну звісно. Но я там, ну это попорно. Я там с чуваками с политфака как раз поражу много времени. Надеюсь, это как-то переведется в связи. Кстати, политфак называется по виду. Political Wissenschaft. Что тебе сказать? Но если тебе нравится политика, то хорошо. Но учти, что, ну, неприятно это. Это просто неприятная тема, по-моему, да, политика. Ну, сама из себя мерзкая. А в целом, если интересно, то надо идти. Конфискация писечки, як знаряддя злочину в двух чатах написали. Дач. Странах Deutschland, Австрия. Ну, Чехия, хуй его знает, наверное. Кстати, в политику идут в основном политологи. Бесчисленные фонды, прочие НГО, соцслужбы. Ну и тут так. Если, ну, правда, не про политику, наверное, а в политику идут по-разному, но в смысле НГО, да, НКО, державная служба забита, конечно, ими. Если вытравить всех онлифанщиц, то у нас вообще не останется, то вообще молодых девочек в стране не останется. А как же популяция? Но я думаю, они не настроены с вами размножаться, онлифанщицы, я думаю, вы им не интересны. Насчет вкатывания обратно в поездку Украины, это очень востребовано европейцами. Я сам, конечно, выпал, но раньше был в теме и понимаю, что у европейцев понимание внутренней кухни Украины нулевое. Но я не удивлен. А интерес-то есть, спрос не совпадает с предложением. Ну, они пытаются создавать какие-то предложения. Наша известная медиа The Gays. Просто, ну, наверное, людям не очень интересна такая топорная пропаганда, далекая от реальности. В смысле, людям на Западе, да, какие бы они дурные не были. Є вулиця Маккейна, ну, это мы уже узнали, это в честь Джона Маккейна, полицейского из Крепкого Орешка. Є вулиця Маккейна, який ніхуя для України не зробив, ну, він воював у В'єтнамі за Україну. Навіть Обама, напевно, більше зробив, ну, я з тобою согласен. Але є вулиця, тому і Вашингтон можна, і Трампу, і решті 45 президентам. У Трампа навіть 2 буде. Не, меня просто, ну, расстраивает, что такие люди, так мыслящие, да, как вот эта сосалка, они до сих пор пронизывают полностью, как страшный вирус, как спидорак пронизывают наше государство с таким мышлением, что, ну вот были одни цари-пророки навязанные, надо их заменить другими, чтобы на Западе увидели, что мы их любим. Это все ради Украины. Такой долбоебизм. Это просто грустно, и все, ни больше, ни меньше. То есть понятно, что они идиоты, понятно, что это унижение национальное. Но итог грустно. Эти люди там и повсеместно, они еще молодые, это то самое молодое поколение, на которое так дрочили. Так дрочили. Выполнила задание на 5 с плюсом. Да, чем вообще заниматься политологом и социологом после образования? У меня девушка от незнания, куда податься, хочет на политологию, но не сказать, что и сильно интересуется. То тогда не надо туда идти. Абсолютно. Особенно девочки, я не знаю, нахуй туда идти. Ну, то есть, все мои одногруппницы, которые были, все, ну, кто-то добился, в смысле, попал в какую-то эту самую грантовую контору, в НКО какое-то, да. Кто-то это единицы. Большинство реализовали мечту. Приехали из шостки и вышли удачно замуж, да, в Киеве. Все, типа, программа максимум выполнена. Никто из них особо не интересовался, естественно, такими процессами, потому что обычно мальчикам интересна там история, политика. Ну, да, когда они приходят учиться.
Тут дело, наверное, не в гендерных стереотипах, я не это хочу сказать. Да идите нахуй со своими улицами, выходишь, блядь, из дома и не можешь объяснить, где находишься, дрочите дальше свои блядские памятники, чтоб в шкиле было где гаситься портягой. Улица Степная Резина. Да, я тоже, честно говоря, немного стал путаться из-за переименований. Еще и переименования такие там, ну, обычно от балды. Счастливая, мирная, такое вот. Но, типа, старые водилы знают, когда старый адрес называешь. Как думаешь, почему мальчикам более интересна политика? Хуй его знает. Дурные, потому что. Дурные и туповатые. И агрессивные. Привет. Если Пынявый откажется от перемирия, то он против капитуляции Украины? Да. Потому что девочки привыкли, что ничего не решают. Там мальчиков с 0 лет учат что-то в жизни решать. Ну, не знаю, мне кажется, это, наверное, реально гендерные какие-то стереотипы, но... Вспоминаю просто, это мне просто мне кажется, что самое важное, самый важный период это вот именно первые курсы, да, там вам 18 лет, 17, вот этот возраст. И, ну, я вспоминаю своих одногруппников мужского пола, им всем очень интересна история, ну, не всем, но многим, окей, да, интересуют их эти вопросы вообще мироздания по этой линии. Девочкам нет. Но это не значит, наверное, ничего. Ну вот начали девочки интересоваться политикой. Итоги за 3 года можно лицезреть в этих вебкам-студиях Бигуса. В среднем women, которые интересуются политотой, останавливаются на идеях за все хорошее. Нет, ну я не хочу говорить гендерными стереотипами, ты знаешь. Это и незаконно на Твиче, и в целом, но я согласен, что более конформистски всегда, как правило. Но мир же знал много женщин-политиков талантливых. Юлия Тимошенко, например. Интересно, а к мальчикам с OnlyFans приходят с обысками? Может, и ко мне придут в таком случае. Блять, в натуре певец Шаман и Екатерина Мизулина перестали скрывать свои отношения. Что думаешь? Это жестко. Я думаю, это жестко. Я думаю, это жестко. Они оба таких рептилоида стрёмных. Я видел, ну понял, за таким новостным потоком это уже забылось, но это жестко. Мальчики с OnlyFans часто оказываются известными журналистами и помощниками нардепов. Пеппа, дочь нардепа. Так пацаны тоже в каком-то смысле. Так пацаны тоже в каком-то смысле. Только не за все хорошее, а конкретно за коммунизм. Например, между за все хорошее и за все хорошее простым людям разницы мало. Люди в целом долбоебы. А просите парней, этих вебкамщиц, вы охуеете от таких политических мнений. У меня все знакомые девушки даже не могут банально поддержать диалог на тему истории, политики, науки и философии. Тебе крупно повезло с кругом общения. Среди ну, потому что если бы могли, ты бы был сам не рад. Среди парней такого не замечал. Как минимум все мои друзья знают, кто такой Стивен Хокинг и чем он был известен. Стивен Хокинг. И чем он был известен. Еще не иронично, все бабы верят в гороскопы и нумерологию. Все те, кто строит из себя скептиков. Я недавно скидывал вакансию, там ищут тарологиню. Тарологиня. Мне кажется, что шаман такой карьерист, который использует старых дам для получения денег и продвижения. Ну да, мощно. Да, это объясняет успех его. Ну и такое на грани вот это. С таким каким-то, понял, латексным фашизмом. Стівен Хокінг був на острові Епштейна, отримав гірлі-гірлі. Засуджуємо, звісно. Блять, ну это жесткая тема. Може він не отримував. Не, ну это жестко. Неверующие в Таро такие, типа, должно быть, наука влияет на мою судьбу, да? Ну, так как и говорили, столь известные личности, как Тесак и Убер-Маргинал, да, наверное, еще кто-то, что политические взгляды женщин формируются тем мужчиной, с которым она в данный момент состоит в отношениях или проживает. Ну, я не знаю, мне кажется, это взаимосвязанные вещи. Ну, во-первых, люди по-разному психологически устроены, да? Вот реально по-разному. В плане того, насколько они восприимчивы к чужому мнению, там, кто для кого авторитетен, насколько. Но мне кажется, что неизбежно человек, который с тобой живет, кем бы он ни был, кто бы ни был ты там женщина или мужчина, и с тобой кто живет, по-любому вы взаимоокажете друг на друга влияние. Ну а в каком-то более бытовом таком смысле, ну, наверное, мальчикам интереснее политика, они постоянно на уши падают и переубеждают тех, кто этим не так интересуется, не? Политика ближе к опиздюливанию, поэтому, наверное, Эндерс Хуем в этом плане более пассионарный. Не знаю. По-моему, наоборот, если ты женщина, в этом смысле легче. Ничего тебе не угрожает. Да, интересный вопрос. Но ответов я на него не знаю. То есть, ну, вы сами понимаете, насколько это острая дискуссия и как много там борьбы на эту тему.
Что, может, так девочек формируют воспитание. Да хуй его знает, я не знаю. А может, так там как-то этими гормонами детерминировано. Я не знаю. Ну, если бы я еще в этом, блядь, разбирался, это был бы уже вообще пиздец. Я был бы тогда уже полным стримером. Игорь Шреков Гырлин найден с горловым... Блядь. Найден горловым с предсмертной запиской, блядь. Греки говорили, мужчины для любви, женщины для семьи. Хороший выслев. К слову, да, смотрел первую часть, по крайней мере, того легендарного интервью старого, где Владимир Вольфович Жириновский пришел на интервью к Гордону. Интересное интервью. Там, в частности, такого чего-то соприкасаются с чем-то таким. Там интересная мысль, о которой говорит в череде своего бреда. Смотрел и думал, насколько все-таки действительно Жириновский стилем похож на Трампа. Понятно, это разные люди, это разная среда, но было бы российское государство другим, это мог бы быть такой Трамп региональный наш, да. Ну, именно по стилю. Ну да, там он, в частности, в потоке этого такого бреда говорил в том числе о том, что, ну, вообще надо легализовать проституцию, ну, надо, типа, оформить просто ее по-другому. Типа там вот какой-то медицинский центр специальных услуг. Тоже думал, насколько это близко к реальности, что там сейчас в массажные салоны оформили бордели, ну, в Украине, по крайней мере. Не-не, это было не бесконечное нейросетевое интервью, но это именно для нейросетевого интервью взято было за основу это оригинальное интервью. А пришлось быть спойлером. Судьба жестока. Ну да, я просто типа верю спокойно в его конторское там это самое начало, но типа была бы устроена политика, иначе это бы ни на что не повлияло. Меня и нормально, да. Мальчики, онлифенщики часто оказываются парнями мизойные. Как думаешь, насколько Украина соответствует представлениям какого-нибудь убер-маргинала, что в Украине рай для провоков? Ну, тут надо разобраться с дефинициями, кто такие провоки и главное, в чем этот рай заключается. Ну, в Украине они широко представлены, существуют, действительно чувствуют себя неплохо, но это ключевое здесь пока что, то есть это ничем не гарантировано. Даже не гарантировано тем, что есть какие-то люди, которые представляют их в парламенте, а также не гарантировано тем, что многие из них ушли на фронт. Когда-нибудь им придется, ну то есть как это было в мирной политике, когда их использовали как инструмент, один из в политической борьбе, в переделе бизнеса, да, там по застройкам, по всему такому. Когда этот инструмент станет неактуальным для Украины, их ликвидируют просто и все. Так вот, да. Ну а в остальном, наверное, далеко от реальности, мне кажется. Да, блядь, представление многих украинцев далеко от реальности. Что тут, о чем уж тут говорить? Где мы на политическом спектре государств? Нигде, наверное. Это все измеряется у политологов, наверное, не знаю. Я не измерял. Слушай, а ты не против пойти на стрим к Жмелевскому? Да как-то не хотелось бы. Креатура маргинала, он с Камикадзе Ди проводил цивильный стрим. Ну, я не Камикадзе Ди, а когда-то в начале еще, да, он, возможно, даже в довоенные времена, то можно было такое представить, я даже писал, по-моему, в Discord куда-то. Интересно, а дайте ссылку на версию маргинала, который считает, что Украина рай для провоков. Насколько я знаю, по его мнению, такой рай это США, и думаю, мысль адекватная, я тоже. Хотя сейчас уже не уверен, да, вот там на месте РДК я бы в Америку не ехал, потому что их ленс явно не за горами. Я спокойно представляю, как там в переговорах по телефону между Трампом и Путиным одно из требований может быть, типа, выдача их на родину. И, ну, кто может гарантировать, что этого не случится? Мы спокойно представим, как Трамп выйдет и скажет: о, блядь, нашу страну насытили террористами, ебаный свет. Ну, я это просто, к слову, касательно рая. А так-то, ну, из этого, например, исходя, да, что многие российские правые, да, смогли найти здесь убежище. Если праваки возьмут какую-то власть, но если кто-то где-то возьмет власть недемократическим способом, то плохо это скажется на всем, на всей нашей стабильности, на всей нашей поддержке и на нашем положении на фронте. Мне кажется, что вот это вот смещение взглядов света, это такое слепое следование американской, да и европейской правой политики. Ну, в частности, вот так, я не знаю, ты знаешь, я читаю обычно это в отражениях его критиков, да, зачастую людей, с которыми он поссорился очень сильно и которые именно его ненавидят. Станкевичус, Темнов, да, то из этого формируется мнение, и на их аргументы много чего можно ответить против. Но я понимаю, что, наверное, они во многом эмоциями продиктованы.
Ну или читаю какие-то комментарии украинцев, да, которые смотрят какой-то допрос, да, как, ну, я опять-таки этого не видел, просто как это мной воспринимается, как Кашин допрашивает Светова на тему его взглядов и типа кивают буквально, ну это жестко, да, участник аннексии Крыма непосредственный, да, с какой-то точки зрения моральной правоты, да, выглядит в картине украинцев. Ну, это просто мои мнения, не знакомясь с позицией Светова, а просто наблюдая за этим со стороны. А так-то, ну, блядь, вы же видите, какой нахуй новостной поток. Выделить время там разбираться в световских, типа, мыслях, ну, реально нет. Да и интереса нет особого. По сравнению с Россией, меня больше типа другое интересует, что-то непосредственное. Вот там редакционная политика СВТВ. Почему обязательно нужно использовать слово «незалежно» в смысле гражданства Украины? Да, можно же обойтись без этого. То есть, как думаешь, почему надо курить и допивать кофе? Как думаешь, почему у нас нет четко сформированных политических семей с право-левым спектром? Пуша молодая демократия. Молодая демократия, а без этого, а до этого истории не было политики вообще, да, ну, в Советском Союзе, как такой, как на Западе. Это из-за отсутствия устойчивых партийных институтов или что-то еще? Ну да, именно из-за этого. Только пришел, не успел на закрытие Нюхачей Дорняка, ты еще ничего не потерял. У СВТВ просто неироничные украинофобы в редакции сидят. Ну так а нахуя так делать, да? Потому что те их приколы вообще не удивляют. СВТВ сейчас с Царьградом перепутать совсем легко. Ну, наверное, да. Я не тот еще следитель за СВТВ, реально, только вот эту вещь наблюдал про про незалежну, да, но часто вижу их посты какие-то, где они освещают обстрелы Украины какие-то и называют, ну, это просто понятно, это было бы сильное замечание к России 24, да, но пишут именно четко, что Российская Федерация там разъебала какой-то мирный объект в Украине очередной, погибло 500 украинцев. Вот же, вот тоже, возможно, пропустил. Опять же, давно не был на стримах. А що насчет Стефанов Гейта скажешь? Не знаю. Ну, в смысле, я помню. Это ж, блядь, так уже давно было. Тоже, думаю, контора за этим стоит. Партийные семьи расстреляли в свое время, да. СВТВ, кто-то еще телевизор смотрит, да. Мы пока не видели, как это работает. Да, но ликвидация правых на войне — это свойство правых. Может быть, оно катализирует появление новых правых, пишет человек в чате. Мы пока не видели, как это работает на перспективу в реальных условиях. Как в меме плохие времена рождают хороших людей. Да, но это мем. Я сомневаюсь, что это так работает. Ну, просто физически их нет и все. Чего оно там родит, непонятно. Ну, еще и на фоне вообще общемировых тенденций, культурных, политических. Да, а что насчет Уотергейта скажешь? А ты записал новость, что Юлия Мендель мстит за аборт в Твиттере? Юлия Мендель — это бывший спикер, да, офиса президента, кто помнит. Ну да, а шутка про аборт, потому что когда-то такой человек, глава партии 5-10 Либертарианской партии Украины, Андрей Балашов или Юрий Балашов, Балашов, короче, написал, что пустил такую мульку, что Юлия Мендель беременна от президента Зеленского. Ну, такая какофония уровня гырлы-гырлы. А в чем суть новости? Суть новости в том, что Юлия Мендель на самом деле давно и последовательно, уехавший куда-то на Запад, штампует посты, что надо сдаваться, блядь, надо повиноваться. Она недалека от реальности, но такого же там Вова, побереги людей, побереги ребят, Вова. Ну, в общем, вот такого рода. Ну и вышла у нее очередная такая же статья, что надо яро насасывать. Ну, блядь, что-то я перешел на такой язык. В общем, нужно с американцами соглашаться, нужно не бычить, нужно беречь людей, опять-таки. Ну, это просто не первая ее такая статья. Одна такая вышла довольно давно, просто немного с другой сутью, что нужно быть милосердным к людям, не нужно тоже бычить, короче, нужно думать. И это я когда-то выписывал. То второй раз я не выписывал, потому что и похуй, и главное, что ну нихуя не поменялось. А так туда, она, наверное, как и... Не этим все определяется, она, на мой взгляд, права. Ну и она, как и Андрей Богдан, ну, наверное, обижены немного, что их исключили из этих процессов. Я так бачу. Геннадий, блядь, точно, Геннадий Балашов. Как я мог забыть? Геннадий. Ну, вы знаете, память — это моя слабая сторона. Ермак Тимофеевич, который Сибирь рейдил при Грозном. Или тот же при Грозном, разве? Ну да, Ермак. Или рэпер, да. Сердце пацана. Да, я тоже говорил, как Буданов в голове заменил Буданова чеченского. Ну, в смысле, героя чеченских войн, скажем, обтекаемо.
Да, помню, у меня друган по КД слушал Ермаковское «Сердце пацана» на мобилке свои 15 лет назад. Ну, на школе тоже такая тема была. «Сердце пацана», что-то там он не заплачет никогда. И мы, естественно, тоже с этого люто смеялись. Но вот я говорил, что сейчас какой-то рэп тот говёный ностальгию дает. Но вот Ермак не дает ностальгию. Полное говнище. Совершенно не то же самое, что там, блядь, не знаю. Nintendo, да. Такое в машине не поставишь, сердце пацана, абсолютно, блядь. Так быть, или тоже рэпером начинал, и вроде тоже в Киеве. Это вроде все начинающие рэперы в Украине в итоге политблогерами становятся. Мастерами кунг-фу не становятся. Пум-пум-пум. Мастерами кунг-фу рождаются. Недавно песню эту вспомнил, в голове крутилась, и нашел ее Мумитроль исполняет. Что вам еще сказать? Круто. Жаль, я не был рэпером никогда. Поначалу просто рэпер был как чел из клипов фристайла или как Децл. Челы в адиках появились после. Не знаю, ты сам понимаешь, я гораздо моложе такого времени. Тем людям уже по 70 лет, короче, которые то время застали. Що? А що це за історія про Стерненка, який хотів стати репером? Я не чув. Ну, тебе еще дохуя открытий предстоит, походу, в жизни. Ну, в смысле, рэпер пытался стать Стерненком. Ну, в смысле, Стерненко до, типа, вот этой всей движухи, ну, не знаю, соціально-політичної, громадської активности, да, громадского активизму, так называемого, да, где он там человека подрезал, еще что-то там мутное, да. Ну, до этого всего он пытался стать рэпером, и у него есть альбом целый, по-моему, нихуёвый такой. Ну, там вообще 100 часов не переслушать. Мы летали на самолете по Персидскому заливу в авиасимуляторе, и так все и не переслушали. Напиши там как-то. А как же звать его? Блядь, не помню Погоняла Стерненко. Ну, знаю, песня «Крылья», а как звать, не помню. Ну, какое у него Погоняло было. Напишите, пацаны, какое Погоняло. СДБС, во, МС СДБС напиши. МС СДБС «Крылья», например. Бля, ну у меня все в голове перепуталось. Что-то там... Слышишь, ты умник, Ну, эти блядь. песни Что с тобой все нахуй одинаковые. От разговаривать? Ермака Ты, ничем блядь. нахуй не отличается. Ну, в смысле, не Андрей Борисович, а рэпер, а Ярмак. МС хуебес. Ой, блядь. У меня друг учился в одной ментовской юршараге. Одной. И говорил, препод один был следаком как раз по тому делу Стерненко по убийству. Говорит, что тот Стерненко тупо ненавидел, мол, супер выебистый мерзкий хуй, который все нахуй слал. Ну, одессит. А это многое значит, правда. Это значит полный тухес, как говорит мэр Труханов. Ты мне свой полный тухес-чмухес не крути, шмаровоз, да? Так, короче. Кооптация, кооперация, спасибо за донат, почитаю после, давайте попробуем перейти до новин. Не очень хочется, но время-то пришло. Це, друзі, люблю, цілую, бережіть себе, зустрінемося післязавтра.